Друзья, всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Добро пожаловать в еще одну страну Центральной Америки. Это Коста-Рика. И сегодня мы посетим вулкан Поас. А также отправимся на кофейную плантацию, где готовят кофе Starbucks. Друзья, мы наконец-таки в Коста-Рике. Приехали мы сюда из Никарагуа, и скажу вам так, граница была не такой простой, как хотелось бы, потому что в Никарагуа, как вы помните, ввоз и вывоз дрона запрещен. Поэтому, когда мы выезжали из Никарагуа, к нам было много вопросов, забрали наши паспорта, спрашивали, в каких отелях мы были, нашу профессию, и где-то спустя полчаса наконец-таки мы смогли выйти. Причем, знаете, что самое забавное? Что после того, как мы прошли границу, точнее штамп, проверяли вещи. То есть их через сканер проводили, а у меня дрон был в дамской сумочке. И в итоге я быстренько с этой дамской сумочкой прошла, не стала ее проверять через сканер. Сотрудники даже этого не заметили, и удалось наконец-таки сесть в наш автобус и поехать на границу уже Коста-Рики. В Коста-Рике все было без проблем, никаких налогов не пришлось оплачивать, в отличие от Никарагуа. Вот, поэтому все отлично, все хорошо. Мы сейчас находимся в городе Сан-Хосе, и здесь арендовали машину. Итак, наша машинка Kia Sportage. Мы арендовали ее у Александра. Это наш русский соотечественник. Он сдает здесь машины без депозита по кредитной карте. Сейчас это большая проблема во многих странах, чтобы найти людей, которые могут сдать вам машину в аренду. Для меня лично стало вообще открытием, что арендовать машину нужно только с кредитной карты. Это как бы, типа, знаете, считается гарантией, что к человеку есть доверие, если у него есть кредитная карта. Но не все понимают, что у российских граждан сейчас нет возможности завести кредитную карту, только дебетовую. Вот, поэтому для нас это было реальное спасение, когда мы нашли Александра, который согласился нам сдать машину в аренду и не требовал каких-то дополнительных условий. Аренда машины у нас обошлась $45 в день, это уже со страховкой. Помимо этого мы дали в депозит $300. Ну, как договоритесь, ребята, контакты Александра оставлю в описании под видеороликом. Как я вам и говорила, сейчас мы находимся в Сан-Хосе. Здесь мы остановились на 3 ночи, но мы будем смотреть не сам город Сан-Хосе, а хотя бы смотреть природные достопримечательности, которые находятся недалеко отсюда. Остановились мы в гостевом доме. Белла Виста называется. Очень уютный, в безопасном районе. Недалеко от модного района Эсказу, поэтому можно ездить в торговый центр туда недалеко. Если нет машины, то можно пользоваться Uber. Здесь работает этот сервис. Пройдем внутрь. Ресепшена здесь нет, потому что автоматическая регистрация. Вам присылают все пароли на WhatsApp. Сейчас пройдем в общую зону. Здесь есть кухня. Обеденный стол. Можно самостоятельно себе готовить и завтраки, и обеды, и ужины. Есть все необходимое для этого. Есть кофеварка, можно также делать кофеечек, микроволновка. Здесь огромная гостиная. Также можно здесь отдыхать, занять место на диванчике, на кресле и смотреть большой телевизор. Также, если договориться с владельцами этого гестхауса, можно пользоваться парковкой. Вам будут поддельные ключи. И тут есть 2 парковочных места. Также наверху есть комнаты. У нас находится наша комната на 2-м этаже. И здесь тоже есть общая зона. Здесь есть обеденный стол, кухня. У нас здесь на кухне есть и холодильник, и раковина, также микроволновая печь. Плита, духовка, тостер, чайник. При этом есть все тарелки, вилки. Можно готовить себе все необходимое. У нас также есть здесь диванчики. Я, скорее всего, буду часто проводить здесь время, смотреть телевизор и работать. У нас очень большая комната, светлая,
Мы провели здесь уже одну ночь, поэтому постель не так аккуратно заправлена, как когда мы приехали только сюда. Всего у нас 2 кровати, одна односпальная и одна двухспальная кровать. Здесь так же, как и в гостиной, есть телевизор, поэтому не обязательно входить в общую зону, можно пользоваться им в своей личной комнате. Слева и справа от кровати есть прикроватная тумбочка, небольшой бра, кондиционера здесь нет, но есть вентилятор. Также в жаркую погоду, точнее в первой половине дня, нам помогает спасаться терраса открытая. Здесь также есть стульчик, стол, лампа. У нас самая большая комната в этом гесте. Также если сюда пройти, можно обнаружить, что у нас целая гардеробная есть, соединенная с санузлом. Санузел тоже просторный. Здесь у нас душ, раковина. Очень много полочек, где можно разместить все свои косметические средства. Конечно же, есть чистые полотенчики. Большая радость, то, что здесь есть не только тропический душ, но еще и обычная лейка. В отдельной комнате находится унитаз, поэтому можно закрыть дверь. Вот так вот. И не спорить, кто занимает санузел, потому что можно свободно пользоваться душем в это время. Мы довольны таким выбором, тем более этот вариант стоит всего лишь $30, что считается очень низкой ценой для города Сан-Хосе. Как обычно, контакты этого геста оставим в описании под видеороликом. Костариканское время 6 часов 40 минут, и мы выдвигаемся к вулкану Поас, который находится недалеко от Сан-Хосе, от столицы Коста-Рики, в которой мы сейчас проживаем. Поедем мы на арендованном автомобиле. Арендовали мы его за $45 в день примерно, включая страховку. И ехать нам около 1,5 часов. Мы доехали до территории национального парка вулкана Поас. Предварительно мы забронировали билеты к вулкану. Они стоили по $15 человека. Это нужно бронировать на сайте, выбирать время каждые 20 минут, начиная с 8 утра. Вот сейчас время начала 9. Мы сюда приехали, оплачиваем также парковку дополнительно. 2750 колонн, это примерно $5,5. И уже въезжаем. Последние 25 километров были крайне живописными. Ехали по горному серпантину, наслаждались шикарными видами, джунглями, тропическими лесами. По дороге мы видели очень живописные кофейные плантации, видели, что здесь продают мед, выращивают клубнику. Я надеюсь, что на обратном пути мы заедем на одну из кофейных плантаций. Прежде чем пройти к самому вулкану, нужно, во-первых, взять каски, хотя мы слышали, что их отменили, но, видимо, опять ввели. То есть все берем каски, потом проходим в импровизированный кинотеатр, и здесь нам включают фильм про вулкан, который мы должны предварительно посмотреть. Кино продолжалось минут 5-10, недолго. Видимо, в это время как раз собирали они всю группу, которая отправляется смотреть на кратер вулкана. Идти совсем недолго. Ну, надеемся, что мы что-то увидим. Потому что мы, конечно же, видели много отзывов, видео, где приезжали на кратер вулкана, и, к сожалению, ничего. Сейчас тоже мы видим туманно, поэтому шансов немного. Я даже видела одну семью, которая приезжала сюда 3 раза, и 3 раза они ничего не видели. Да, я видел другую семью, которая приезжала сюда 2 раза, и оба раза они все время, раз в 3 года видят этот вулкан, поэтому кому-то везет, да. Я думаю, по этим кадрам можно понять, каковы наши шансы увидеть кратер вулкана, лагуну. Шансы минимальны. Во время прогулки по лесу к кратеру вулкана можно увидеть огромные лопухи, которые называются гунеро. Или в простонародье их еще называют зонтики для бедных. Посмотрите, какие они огромные. Вот такая обзорная площадка вулкана Поас. Но мы были готовы к этим видам, поэтому не сильно расстроились. Как и все люди, наверное, находящиеся здесь, надеюсь, тоже не сильно расстроились. Очень густой туман, запах серы. Вообще я читала о том, что большая часть достопримечательностей Коста-Рики, это, знаете, такая лотерея, потому что в основном это видовые площадки, вулканы. Приезжаешь и ничего не видишь. Да, я думаю, это не последний раз, когда погода вносит свои планы
посещению вулкана. Кстати, этот вулкан действующий, его высота 2700 метров. Он с начала 19 века извергался 40 раз. И последний раз было большое извержение в 2017 году в апреле. Хотя в 2019 году тоже было парочку попыток, но они были не такие сильные. А в 2017 году здесь даже эвакуировали всех жителей близлежащих деревень, скажем так. Вот, поэтому нам сейчас остается наслаждаться лишь вот таким вот видом. Все в белой пелене. Ну как? Потрясающий вид, да никого-то. Вулкан Пуас имеет 3 кратера. Вот такой должен был быть вид на главный кратер. Также на обзорной площадке есть интересное сооружение, где проходит мониторинг уровня вулканических газов. Мы здесь видим импровизированный светофор. Вот сейчас он мигает синим цветом, значит все в порядке. А если этот светофор будет мигать красным цветом, то нужно спрятаться в бункер, который здесь находится прямо на обзорной площадке. Вот видите, небольшое такое углубление, небольшая как комнатка. И в случае извержения нужно будет занять места в бункере. Недалеко от вершины есть 2 кратерных озера, и одно из них является чуть ли не самым кислым озером в мире. Но сейчас, естественно, мы его не увидим, потому что проход на соседнюю обзорную площадку, к сожалению, также закрыт. В другое время можно рассмотреть здесь и сам кратер, и кислотное озеро, серные фумаролы, и даже застывшую лаву можно увидеть, но сейчас мы увидим лишь вулканическую породу, которая есть на обзорной площадке, ну, которой также можно полюбоваться. Вот такой у нас получился опыт посещения вулкана Пуас. Плюс к этому человек, вот видите, в машине здесь, который сидит, он периодически выходит, и желтой каски не просто так. Он видит группу, которая сюда пришла, и говорит, что все, желтые каски на выход. Теперь там остаются только красные, поэтому группа периодически меняется. На вершине мы пробыли, ну, наверное, не 20 минут, да, как вот раньше было, минут 40, но все равно. Даже один раз выходило солнышко, была надежда, что вот сейчас рассеются облака и можно будет что-то увидеть, но чудо, к сожалению, не произошло. К сожалению, да. Плюс закрыты обзорные площадки, и нижние, и верхние, то есть никуда не пройти, но с них тоже мы ничего бы не увидели. С другой стороны, знаете, у меня ощущение, что ну как-то же можно предупреждать. Есть метеорологи, которые следят за погодными условиями. Да, у них даже здесь есть камера, которая работает 24 часа. И пока мы ехали, примерно в 7 утра виды еще были. То есть на вершине даже стоит гид, в своей группе что-то рассказывает. И он говорил, что самая большая вероятность увидеть и лучшие виды это где-то с 6 до 8:30, 9. $7. Ну, какие милаши. Handmade. Очень красиво. Еще брелочки, смотри. В конце нашего живописного пути мы увидели магазин с сувенирами. Действительно, очень много различных магнитиков, брелочков. В основном с ленивцами, которых мы здесь не увидели. И также на выходе есть еще кофейня, где мы заказали себе булочку, кофе. Самое время попить горячего напитка, потому что я немножко замерзла. Хочется согреться. Да, на самом деле здесь прохладно, но совсем чуть-чуть. Вот мне лично данная температура просто идеальна, перфекто. В любом случае, если вы соберетесь в это место, берите с собой теплые кофты, одевайте обязательно штаны, кроссовки. Сейчас мы остановились на дороге. Здесь множество продавцов, которые продают клубнику, мед. Вот мы решили взять клубнику. Большая коробка, на самом деле. Есть клубника за 2000 колонн. Мы взяли крупную за 3000 колонн. Ой, прям запах, аромат такой. Я открываю. Ага. Прям ягод как ягод. Посмотрите, какие огромные.
Сладкая, сочная, свежая клубничка. Правда, здорово. Вкусно. Очень вкусно. Спустились с гор, и сейчас мы находимся на первой и единственной кофейной плантации в мире Starbucks. Из основного зала открывается шикарный вид на кофейные плантации и небольшой водопад. Я заказала себе ванильный латте, и мне его сделали, смотрите, с рисунком лебедя. Кофейная ферма Алсаси открыла свои двери для туристов в 2013 году, но уже на протяжении 40 лет поставляет свой костариканский кофе по всему миру. Кстати, эта ферма также является центром обучения и штаб-квартирой мировой агрономии. В Starbucks кофе, конечно же, очень вкусный, но еще и очень дорогой. Например, вот эта вот чашечка кофе обошлась в $8. С обзорной площадки открывается вид на плантации, на водопад. Также мы видим, как растет кофе. Прямо здесь можно посмотреть. Изначально я хотела сюда приехать на организованную экскурсию. Можно забронировать онлайн, либо купить здесь на месте. Проходит раз в час на испанском языке, либо раз в 2 часа на английском языке. Но потом, подумав, посмотрев, как другие идут на эту экскурсию, я передумала, потому что здесь приходят, смотрят, как собирают кофе, как его делают, как производят. А я хотела, знаете, больше такой активности, самой его пособирать, самой приготовить. Вот. Но в любом случае такая опция существует. Стоимость $30 с человека. Вот. Ну а для меня было огромным счастьем вообще приехать на эту кофейную плантацию, посмотреть на эти кустики кофе, самой попить кофе с прекрасным видом. Поэтому я осталась очень довольна. На Коста-Рике очень много горных активностей, таких как вулканы, водопады. Их посещать мы вам советуем в первой половине дня, потому что во второй начинаются проливные дожди, и вы рискуете ничего не увидеть. Хотя сегодня мы были на вулкане Пуас в первой половине дня и тоже ничего не увидели. Но будем пытаться, друзья. Поэтому поддержите этот выпуск лайком, своим комментарием. И до новых встреч. Всем пока. Увидимся на Коста-Рике. Всем пока, ребята.